Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Чингук и Тэхён ведут себя как пара. Ну как можно смотреть на этих двоих и не видеть то, насколько нежно Чингук касается Тэхёна? Как льнет к нему, словно отодвинется на миллиметр и все, связь со своим космосом будет потеряна. Да, они дышат друг другом, просто Тэхён успевает маскировать свои чувства, а у Чингука все открыто и с трепетом. Чингук не собирается расставаться со своим милым образом, так что ему на самом деле нравится, когда Тэхён называет его милашкой или малышом. Он в этот момент прям весь расплывается в любви. Я все сказала. Девятое место. Можно смотреть на это видео вечно. И особенно на то, как смущается Тэхён, а Чингуку так удобно на коленочке бойфренда. Когда Юнги спросил, кто хочет сменить соседа по комнате. Только Чингук и Тэхён подняли руки, потому что другим участникам не важно, с кем они будут жить. И лишь Чингук и Тэхён всегда хотят быть вместе. Чингук спросил, как насчет того, чтобы жить здесь? На заднем фоне Тэхён спросил у Чингука, хочешь жить здесь? Со мной? Тэхён говорит Чингуку, ты не можешь жить без меня. Помните, как Твиттер в тот день буквально разрывался вопросами о том, кто эти двое на премии Грэмми и встречаются ли они? Восьмое место. Это так смешно. Какой ненавязчивый способ привлечь внимание бойфренда? Появился другой ракурс Тэгу с концерта 2 года назад. Ролевые игры Чингука и Тэхёна. Когда Тэхён нацепил наручники на них, и Чингук сказал «мне нравится». Мне нужно немного времени, чтобы снова прийти в себя. Ничего не буду писать, все и так понятно. Один и очень влюбленный человек смотрит на другого влюбленного человека. Я просто хочу сказать, что надеюсь, что все поклонники Чингука увидели, как Тэхён поддерживает его. Он знает, сколько ненависти он получит от фандома, но все равно просит всех пойти и послушать 3D ремикс Чингука. Мне искренне хотелось бы, чтобы вы поняли, что он действительно заботится о Чингуке. Он не заслуживает той ненависти, которую получает. Это не его вина, если некоторые из его фанатов сходят с ума. То же самое касается и некоторых фанатов Чингука. В
каждом фандоме есть плохие люди. Не нападайте на артистов, они не сделали ничего плохого. Также, когда заметили Чингука за курением, и Тэхён выложил фото в Instagram Stories с вейпом, а потом удалил. И после они сняли челлендж на смог. 7 место. Тэхён сказал: «Чингук, моя рука затекла». Тэхён позволяет Чингуку лежать на его руке, ноге, груди. Главное, что его мальчику было удобно, и не важно, что эта часть тела затекла. Забота она такая. Кстати, а вы видели взгляд Чингука, когда он понял, что их спалили? Шестое место. Самая удобная коленка, подушка Тэхёна. Они такие милые. Комфортное место друг для друга. Вспомним, что когда Тэхёну запрещали отращивать волосы, то Чингук сказал, что собирается отрастить малет тоже, и он действительно отрастил в тот год. Когда Тэхён состриг свой малет, потому что некоторым армии это не нравилось, а Чингук играл с его малетом во время фансайна и говорил: «Я собираюсь отрастить свои волосы очень длинными». Как же он любит своего медвежонка всегда поддерживать. С таким бойфрендом, как Чингук, всегда будешь в безопасности. Он всегда защитит и поддержит. То, как Тэгук влюблены в малеты друг друга и постоянно трепят, гладят, делают прически, вставляют вилки и играются с волосами. Тэхён говорит, что никогда не видел никого, чтобы кто-то выглядел бы лучше с длинными волосами, чем Чингук. А Чингук сказал, что отрастит волосы, когда армии не давали Тэхёну отрастить, и он отрастил. 5 место. Взгляд Чингука. Он так очарован. Немного отвлечемся. Тэхён, как всегда, шикарен. Заголовок газеты. Отношения, которые становятся вечными, когда заканчиваются. У меня все больше вопросов и ни одного ответа. Давайте поговорим. Добавлю масла в огонь и скажу, что Тэхёну безумно идут отношения. Он прекрасно смотрится с девушками, ведет себя с ними как принц, о котором все мечтают и которого видят рядом с собой. Ровно как и Чингук, который снимался с девушками в клипах, рассказывая истории об отношениях и любви. А теперь к сути. Многих из вас так легко ввести в состояние шока, причем элементарными вещами, словно вам показали что-то такое, что выходит за рамки человеческого понимания. Я напомню на всякий случай, быть вигукером – это не только слепо кричать на все стороны о том, что вигу мужья и больше ничего в мире не замечать. Это еще и уважать творчество парней в любом его проявлении и аспектах. Решил Тэхён рассказать нам очередную историю. Так вы не суицид устраиваете, не убивайтесь потому, где Чингук. Фотошоп это или всемирный заговор против вас и ваших чувств вигу. Просто слушайте Тэхёна внимательно. Вы же его творчество любите не из-за того, что его партнером является Чингук, правда ведь? Вы же любите его песни и весь тот огромный внутренний мир, что спрятан в нем. Так почему вас обдало словно кипятком от того, что он на видео с девушкой? Там должен быть Чингук, по-вашему? Так он есть везде, и не в клипах, а в жизни, рядом, буквально всегда и на каждом жизненном этапе Тэхёна. Вам этого откровения мало? Нам позволяют видеть столько всего, но почему-то девушка из клипа вывела вас на уровень, а вигу вообще реальные?
Давайте относиться ко всему, что нам дарят парни, как к подарку, и будем благодарны за то, что не сидим 1,5 года на сухпайке, а кушаем деликатесы. Не приравнивайте все к Вигу, парням есть что рассказать нам, просто наслаждайтесь каждой новой историей от них. Клип – это же искусство, как фильм или сериал. Надо быть очень талантливым, чтобы уметь передать свою мысль через творчество. И не обязательно рассматривать все буквально. К слову о девушке рядом с Тэхёном. Ее зовут Руби Сир, ей 23 года. Она начинающая актриса и художница из Лондона. Снималась в сериале Netflix «Джентльмен». А еще у этой прекрасной дамы есть бойфренд. Руби – актриса, и Тэхён со своими настоящими бойфрендами. Тэхён учил стажеров танцам. Простой танец, которому я научился у Тэхёна из BTS в учебном центре. Так подписал свое видео парень, который находился в тренировочном центре вместе с Тэхёном и Намджуном. Он, кстати, получил звание элитного стажера, как и наши мужчины. Сейчас у него отпуск, и он загрузил видеоролик, исполняя танец, похожий на тот, что прикреплен к посту. 4 место. Этот эфир был особенным. Чунгук прямо на этой трансляции сказал: «Я не могу себя контролировать». И вот что с ним происходило весь эфир. Чунгук: «Я не контролирую себя». Тэхён подтвердил: «Ага, я знаю. Продолжай». Реакция Чунгука на Тэхёна такая милая. Этот уровень отношений. Когда Чунгук и Тэхён поделились телепатией и выбрали Лотте Ворд как самое забавное место со счастливыми воспоминаниями. Чунгук также назвал этот выпуск своим любимым. Тегу в Лотте Ворд. Они провели целый день, катаясь на всех аттракционах вместе. Они носят парную одежду в один день, находясь на расстоянии, и признаются в любви у всех на глазах с помощью жестов. Третье место. Чунгук и Тэхён поехали на свидание. 2 года назад Тегу видели на шопинг-свидании. Мать сказала, что ее сын видел, как Тэхён и Чунгук вместе ходили по магазинам, и могла сказать, что может узнать BTS парней, и другие люди тоже их видели. Только у них есть целая коллекция от местного бренда. Сайт прекратил доставку из-за ковида, и корейские фанаты сказали, что в то время они, вероятно, вместе ходили по магазинам. Второе место. Это так хорошо сочетается с тем, что они сказали. Взгляд Тэхёна падает на губы Чунгука, а Чунгук, не отрываясь, смотрит на его глаза. Они знали, о чем говорили. Чунгук сказал Тэхёну: «Твоя родинка под глазом красивая». Тэхён сказал Чунгуку: «Мне нравится твоя родинка под губой, она меня вдохновляет». Их заботливое отношение и чуткость друг к другу – одно из ощутимых свидетельств того, как они проявляют свою любовь. Потому что только пара поймет, что может порадовать или огорчить их партнера. Чунгук волновался, когда наступила его очередь сочинять акростих, и Тэхён его вывел в центр и сказал:
Чунгуки, посмотри на мое лицо. И Чунгук действительно смотрел через экран на него, чтобы не волноваться. А когда они были в одной команде, Тэхён боялся кататься на аттракционе, и Чунгук ему сказал: «Смотри на меня», и он смотрел постоянно на него. Тэхён однажды сказал Чунгуку: «Я всегда смотрю на тебя». Если вы посмотрите на все воспоминания с начала дебюта BTS, вы увидите, что Тэхён всегда смотрел на Чунгука. Это так мило. Когда Тэхён раздел куклу Чунгука и спел: «Я снова перед тобой делаю странные вещи». Я снова вспомнила, как Чунгук сказал: «Я был интровертом, но Тэхён помог мне раскрыться. Я изменился после того, как ты пришел. Я даже не мог снять футболку перед участниками». Тэхён сказал: «Я помог ему снять лишнюю одежду». Первое место. Семейные ценности. Папа Тэхёна называет его маму Тедди Бир, а его мама ласкает отца Тэхёна за ушко. Чунгук называет Тэхёна My Baby Bear, а Тэхён обожает ушко Чунгука. Это так мило, что папа Тэхёна и Чунгук называют своих возлюбленных милыми медвежатами. Они снова флиртуют. Тэхён ущипнул за локоть Чунгука. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!